Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить домашний сыр. Это тот самый сыр, который готовил нам в детстве еще папа. Этот сыр можно нарезать кубиками и положить на бутерброд. Можно пить просто с чаем, а в конце видео расскажу, в чем же его секрет. Итак, поехали готовить. Ставим кастрюлю с творогом на огонь. Огонь небольшой. У нас килограмм творога и заливаем его 1 литром молока. Можно брать как домашний творог и молоко, так и магазинные. Здесь самое главное не ставить на большой огонь, иначе все пригорит. Мы аккуратно помешиваем. Займет весь процесс минут 5-7. Видите, сыворотка должна стать уже желтовато-зеленоватого цвета, а творог должен начать тянуться. Когда этот процесс начинается, все, можно останавливать процесс варки, снимаем с плиты, берем сито, дуршлаг, можно взять марлю и процеживаем. Вот здесь один момент. Мы можем процедить очень тщательно творог, прям отжать всю сыворотку, а можем просто дать стечь сыворотки, и тогда он будет более влажный. Теперь в отдельной миске взбиваем яйца. Можно взять одно яйцо, а если не жалко, берите 3. Будет вкуснее и желтее. У нас яйца домашние, поэтому вообще будет очень красивый цвет. Яйца не нужно взбивать очень сильно, просто размять вот таким образом вилочкой. Все. Теперь ставим кастрюлю, перекладываем в нее наш уже стекший творог. Дальше добавляем туда яйца. Творог уже должен чуточку остыть, иначе яйца сварятся. И все перемешиваем. То есть, равномерно распределяем все яйца. Дальше берем пачку масла. Вообще нам понадобится 100 граммов. Если вам попадется вот такая пачечка с делениями, возьмите, очень удобно отмерять. Даже не потребуются весы. Да, масло у меня полежало при комнатной температуре. Кстати, яйца тоже комнатной температуры. Еще нам нужна сода, неполная чайная ложка, и соль, неполная столовая ложка. Когда все ингредиенты добавили, все нужно тщательно перемешать, то есть распределить в твороге. Теперь можно включить огонь, только огонь нам нужен маленький. Ставим кастрюлю на огонь и начинаем варить сыр. Вообще весь процесс варки сыра оптимально занимает 9 минут. Смотрите, я буду постоянно все эти 9 минут помешивать. У нас сейчас на видео видны крупинки. То есть у нас был творог домашний с крупинками. Это ничего страшного. Крупинки разойдутся со временем. Прошло уже больше 2 минут. А я все продолжаю мешать. Видите, сыр постепенно становится гуще. Есть такой лайфхак, придуманный нами лично. Можно ложку поменять на толкачик. И это для того, чтобы крупинки быстрее разошлись. Действительно работает, проверено. Огонь мы не выключаем, продолжаем дальше мешать наш сыр. Покажу вам огонь, он действительно маленький. И вот смотрите, уже прошло минут 6, и сыр становится жидким. Вот на этом этапе, в принципе, его уже можно разливать в форму, и тогда он будет просто как плавленый сыр. Но я продолжаю дальше варить. Видите, уже перешла на ложку и помешиваю постоянно, продолжаю варить. У меня еще стоит сыр на огне. Я уже взяла форму, смазала ее сливочным маслом. Сыр еще слегка жидковатый, но мы сейчас сделаем пробу. Возьмем блюдце и немножко выльем сыра на блюдце. Если сыр не растекается, быстро застывает, то уже можно переливать в форму. Если вы предварительно сделали творог более суше, то сыр у вас будет более гуще. Итак, переливаем сыр в форму, он еще горячий, и оставляем при комнатной температуре остывать. Потом убираем на несколько часов в холодильник до застывания. Все, как только сыр застыл, его можно нарезать. Сейчас я вам покажу, как он режется. Видите, хорошо ножом режется. Вот. Я тут немножко не дорезала. У меня такой некрасивый получился. Но вы как видите, он очень хорошо ломается, режется. Можно его на бутерброд, можно к чаю, можно покрашить в салат. В общем, очень вкусный домашний сыр. Рекомендую.
Приятного аппетита!